Друзья, всех приветствую себя на канале. Сегодня у нас с вами очередное видео. И тема, я думаю, что очень-очень будет интересна всем. Сегодня мы будем говорить о Древнем Египте, о символике, о глифах, о письменности. И чем эта тема вообще, по сути, интересна может быть каждому из вас. На самом деле, поделюсь откровенно и скажу, что меня эта тема лично затрагивает. Она является неким таким источником для моей распаковки, для изучений. И не только в этом воплощении, но и работы с прошлыми воплощениями. С другой стороны, Древний Египет все-таки является родоначальником многих наук, да, как астрология, медицина, в которую в какой-то момент никто не верил, не знал, но они дали инпут, скажем так, да, жрецы того времени, цивилизация того времени. Но в то же самое время Древний Египет, ребята, является и неким транслятором тех знаний, той культуры, той информации, которую они получали еще задолго до создания Древнего Египта через, скажем так, определенные души, через определенные механизмы, которые каким-то образом были связаны совсем с другими культурами. Мы можем, и мы знаем, да, Атлантида, Лемурия, но на самом деле корни растут совсем глубже, и тема очень-очень интересная, но мы не будем лезть, как говорится, в дебри, мы будем с вами смотреть и разбираться с тем, что оставил нам с вами Древний Египет, и вообще, как вот эта вся история с символикой, знаками, которыми, кстати, я очень часто вас знакомлю, показываю то, что вижу, как сама, да, это все наблюдаю, но, естественно, потом уже каждый имеет по-своему какой-то резонанс, считывание информации, да, кто-то видит, кто-то вообще там, да, этого не видит, но не в этом суть, а суть в том, что на самом деле вот как раз это тоже связано с Древним Египтом, потому что те инструменты, которые они использовали для письменности, те инструменты, которые они использовали в те времена, и вообще та цивилизация, она настолько древняя, по сути того, что там присутствовали представители древних цивилизаций, поэтому она такая была и важная, оттуда и очень много знаний, ну, скажем так, закодированных, которые разные цивилизации потихонечку пытаются распаковать, и где-то удается, где-то нет, где-то это все прикрыто по какой-то причине, по другой причине это на самом деле, ну, всему свое время, поэтому присаживайтесь, если вам интересна эта тема, если вы любите изучать, если вообще вас как-то интересует ваше развитие, то я думаю, что вам будет интересно. Не забудьте пальчики вверх поставить, написать, конечно же, какой-то коммент, потому интересна вам тема или нет, да, то есть давайте будем тоже учиться как-то взаимодействовать. Ну а мы с вами сейчас будем потихонечку начинать, и как обычно, сразу скажу, что поделюсь своими какими-то картинками, наблюдениями, знаками, как это все работает. И, конечно же, как всегда, история, затронем важные какие-то аспекты. Поэтому давайте начинать. Египетская письменность всемирно известна благодаря своим иероглифам, загадочным и завораживающим рисункам, украшающих стены храмов, пирамид и памятников. Египтяне верили, что письменность была изобретена и подарена человечеству Тотом. Это ибисоголовый бог мудрости. Я думаю, что каждый из вас слышал хотя бы один раз, а кто-то и знает о нем очень даже хорошо. И слово «иероглиф» означает «священные выгравированные буквы». Ссылка на гравировку связана еще с тем, что эти символы обычно высекались в камне и на поверхностях важных памятников и зданий. Таким образом, это была монументальная письменность. Иероглифическое письмо состоит из различных типов символов, которые могут представлять как отдельные звуки, такие как буквы алфавита, слоги, и также целые слова. Например, идеограммы, графические символы, обозначающие какую-то идею.
Таким образом, это была очень сложная письменность, поскольку используемые символы могли иметь различные значения в зависимости от сочетания различных элементов и самого контекста. Поэтому слово могло состоять из одного звука, групп букв, сочетающихся с друг другом, да, или просто одной какой-то пентаграммой, точнее пиктограммой, прошу прощения, то есть такого небольшого рисуночка, изображающего какой-то предмет, животное, растение, ну или там, например, какого-то человека. И чтобы научиться читать, писать иероглифы, нужно было учиться очень много лет, ведь всего использовалось, вот представьте, около 6900 иероглифов. Вы себе можете это представить на минуточку, когда ты тут алфавит простой изучаешь, да, какого-то языка нового, да, и тебе уже немножечко тяжело, а тут 6900, то есть это насколько продвинутые тогда были люди, и насколько там вообще работало сознание в плане, да, это же нужно было запомнить, но тем не менее. Конечно, это сложно, естественно, не правда ли, но вот как раз именно по этой причине иероглифическую письменность понимали только высокообразованные люди, то есть это были, кстати, вот знаменитые писцы, по крайней мере их так называли, которых очень уважали и почитали в то время. Сама культура Древнего Египта, скажем так, основывалась и управлялась, как я уже говорила, или не говорила, но когда-то об этом, конечно, намекала в каких-то видео о том, что все-таки основывалась и управлялась та цивилизация Древнего Египта именно на касте, скажем так, кастой жрецов, кастой мудрецов. Стать писцами могли только, кстати, сыновья самых богатых и знатных семей, прошедшие вот как раз вот эту специальную школу обучения. Как это можно ретранслировать и понять, и соотнести, да, этих жрецов, мудрецов с нашим временем? Ну, в наше время это можно соотнести таких людей, как людей силы, или вот как раз те души, имеющие такие наработки по прошлым воплощениям. Что это может говорить, например, для человека, который каким-то образом, не изучая какую-то традицию, он начинает замечать символику, начинает понимать какие-то знаки, сигналы, он начинает видеть какие-то образы там, не знаю, на стенке, на небе, да, то есть вот это четкое понимание, ощущение какой-то символики и по картинкам понимать и считывать информацию, она может говорить о том, что как минимум у вас были какие-то воплощения в Древнем Египте. Естественно, не все могли быть жрецами, естественно, не все могли быть писцами, но тем не менее сформирован, это говорит, что сформирован какой-то у вас профиль, какой-то опыт, да, даже будучи простым человеком, да, но живущих в той культуре, в той системе, управляющих да, людей, которые, опять-таки, каста жрецов, это высокие, это мудрецы, это знание, это магия и магичность того времени, которая действительно отличается от той магичности, которую мы можем понимать и, скажем так, которая отображает наш мир. Но, тем не менее, повторюсь, да, у каждого может идти резонанс с Египтом через музыку, через ощущение понимания знаков, через да, какое-то проявление, вот когда ты говоришь «я знаю», или мне, например, нравится тип какой-то людей, или склад людей, которые попадаются. И, естественно, это может уже говорить, да, о том, что у вас есть какой-то резонанс с данной цивилизацией, ну, скажем так, того времени и опытом, который вы там могли наработать. Ну, возвращаясь к письменности, кроме того, это было действительно особое иероглифическое письмо, и оно годилось только для гравировки на камне или глине, но не годилось в то время, конечно, и сам способ, да, для записи на папирусе. Для написания религиозных текстов, ну, скажем так, бухгалтерских и административных документах того времени на листах папируса древние египтяне как раз использовали совсем другой вид письма,
называемым иеротическим. Прошу не путать с эротическим, вот, или священным, поскольку им пользовались в основном жрецы. Это была более быстрая и гораздо более простая система письма, чем иероглифы, согласитесь, без вопросов. Позднее на территории Египта уже распространилась, такая новая, что ли, форма народного письма, называемая демотическая. То есть со временем демотика вообще она приобретала все большее такое значение и стала для египетской культуры, для египтян, собственно говоря, да, некой такой египетской письменностью, используемой для вот именно как раз юридических и административных документов. Подводя, ребят, итог, что можно сказать? Что вообще египетская письменность на протяжении всей своей истории, она делилась на 3 различные системы, каждая из которых была направлена на какую-то определенную область. То есть иероглифы, они использовались в основном для храмов и памятников. Иеротическое письмо для религиозных и административных текстов. Что касается демотического письма, то оно использовалось вот как раз, да, повторюсь, для юридических и административных документов. Поскольку лишь немногие люди были способны понимать сложную вот эту иероглифическую письменность, то с течением веков и вот постепенным таким неким отказом от этой формы письма переводить, конечно, эти древние символы на современные языки становилось все труднее, и это в какой-то степени действительно как-то и невозможно, к этому нужно быть приспособленным. Поэтому таким образом, на протяжении веков иероглифы, они оставались такой некой загадкой, что ли, пока в 1799 году не был обнаружен розетский камень. Что это такое? Это такая некая каменная плита, найденная в египетском городе Розетта. Теперь это город Рашид, и находится он недалеко от Александрии. И хранящийся, да, этот каменная, эта плита Розетта на данный момент хранится в Британском музее, на которой да, вот этой плите выгравированы 3 варианта того, что несет в себе египетская история. Это 3 варианта одного и того же текста на иероглифическом, демотическом и древнегреческих языках. Да здравствуй, Греция! Благодаря знанию древнегреческого языка вот как раз впервые за много веков удалось расшифровать тексты на демотическом и иероглифическом языках, которые были выгравированы на розетском камне. И с этого момента египетская письменность перестала уже быть загадкой. Что самое примечательное, когда я изучала эту тематику, имея далекие корни греческие, я не понимала, в какой степени у меня тянуло постоянно на египетскую культуру, на какие-то знаки, символы, символика. И, собственно говоря, с Египтом у меня, как говорится, никакой связи по роду не было, но есть факт крови греческой. И здесь, когда я начала изучать и распаковывать, то вот как раз и пошел резонанс того, что ты начинаешь складывать пазлики и понимать, да, что умение считывать информацию с пространства, да, то есть просто, когда ты видишь какую-то птичку, ты понимаешь, что это означает, когда ты понимаешь, как смотрит, куда смотрит. А в египетской, кстати, традиции письменности, там тоже это имеет огромную символику, там люди, с одной стороны, понимали все то, что, да, нарисовано, с другой стороны, там тоже играет очень важную роль, в какую сторону смотрят животные. И сама письменность, она имела такой необычный подход. Писали, да, справа налево, и причем все животные должны смотреть были и смотрят на самом деле в ту сторону, с которой начинается письменность. Также есть второй формат письменности, по которому читают алфавит, это сверху вниз. И в зависимости, куда, скажем так, смотрят животные, вот оттуда и начинается письменность. Но сейчас не об этом, а просто к слову, да, когда идет у человека распаковка на уровне именно души, ее информации, которую она хранит о тех прошлых воплощениях, в которых она была. И ты распаковывая, понимаешь, не изучая что-то, в тебе это уже есть. И
письменность, знаки, иероглифы, когда ты можешь их писать, когда ты можешь прописывать, когда ты можешь работать с какой-то тематикой, да, или распаковывать просто какой-то символ. И тогда еще это было связано с картами Таро, которые мне очень было интересно изучать в каком-то своем начале развития, да, пути. И я их считывала не по классической системе, которую многие знают, классическая система Райдера-Уэйта. И у меня был какой-то свой формат. Я не могла объяснить, как я это делаю. Я не могла преподавать это, потому что это не преподашь. Ты этим можешь поделиться, то есть дать человеку каким-то образом посмотреть на эту карту по-другому, считать информацию по-другому. То, что делаю я с вами, когда делюсь картинками в небе, да, и, соответственно, показываю то, что вижу я. Каждый видит по-своему, и каждый считывает по-своему. Поэтому и может быть такое, да, что у каждого какой-то есть свой резонанс. Кто-то не понимает и может даже просто не зацепить это. Кого-то это может цеплять, поэтому это говорит, что есть какой-то резонанс. И, собственно говоря, я это в себе начала, скажем, складывать по пазликам и понимать, да, Греция, вот эти все какие-то непонятные методы считывания, непонятная распаковка, эволюция души, которая как бы все понимает, знает, с другой стороны нету предпосылки того, да, за что зацепиться в реальном физическом мире. Вот, к чему я это вам все говорила и говорю. В первую очередь мне хочется делиться информацией, которая является базовой, на которую можно полагаться. Я не говорю, что мне нужно верить в то, что я говорю, я просто передаю свой опыт того, что у каждого из вас может происходить, но по-своему. Потому что историю, которую мы изучаем, историю, которая и мифология, которая является основополагающей в нашем мире, она на самом деле тоже закодирована. И когда мы говорим о раскодировки какой-то информации, это вот маленькая частичка, да, того, как это может сделать человек с учетом его наработок. Кто-то, повторюсь, мог быть жрецом в Древнем Египте, кто-то просто там мимо проходил, да, он вообще совсем с другого места, да, с другой вообще цивилизации. Кто-то там проходил очень много своих воплощений, очень много, да, жизни какой-то своей. Но это были, там, например, не жрецы, это мог быть писатель, это мог быть просто человек, который жил там, нарабатывал опыт, и неважно, какого социального сословия. Там были истории, там была жизнь, там были какие-то задачи, но это было время, скажем так, магичное, поэтому у многих при изучении, при контакте, да, когда я работаю с ребятами, вот когда мне приходится каким-то образом изучать некоторые темы, это очень видно и это очень интересно, поэтому попробуйте понаблюдать за этим. Вообще, если говорить о Древнем Египте, я уже упоминала изначально, что все-таки как-никак тот период, он был связан с очень огромным количеством информации, которую передавали, скажем так, души цивилизации, даже той пропавшей Атлантиды и других цивилизаций, которых, конечно, человечество еще пока не знает, но в этом и эволюция. Потихонечку мы будем это все распаковывать, потихонечку будут люди, да, копатели, искатели, которые находят постоянно что-то новое и опровергают, да, как и в свое время, скажем так, Дарвина, который говорил, что мы там от обезьян все выходим. Просто всему свое время, и в эре Водолея очень много мы будем вскрывать о себе, мы будем очень много вскрывать и декодировать вот эти информационные потоки, которые как раз вот с Древнего Египта, они каким-то образом в те времена зашифровывались теми жрецами, писцами, передавались через души. И вот трансформация, на самом деле, развитие нашей планеты, если взять связь с Древним Египтом, то на самом деле она все больше и больше распаковывается, потому что души, которые были там когда-то и несут вот эту какую-то информацию, они перевоплощаются. Конечно,
если не углубляться в методики тех времен, когда над своей эволюцией, над своим сознанием работали, и они определенным образом, скажем так, запечатывали информацию, они определенным образом и с целью для перерождения и передачи другой информации происходили определенного рода манипуляции, да, от алхимиков до, опять-таки, жрецов, мудрецов. Это были очень и очень важные, высокопоставленные люди с точки зрения эволюции. То эти души, они, естественно, перерождаются, и вы можете быть одной из этих душ на самом деле, как и повторюсь. Идет перевоплощение, и эволюция нашей Земли, она вот так вот как раз и происходит. И потихонечку, поэтому люди начинают что-то вспоминать, идет распаковка, и тем самым, да, вот эти пазлики нашего мировоздания для эволюции планеты Земля, они потихонечку каким-то образом все больше и больше раскрывают ту занавесь, да, за которой, как раньше мы думали, вообще ничего не существовало, кто-то не мог, да, достучаться до этой информации, потому что все это тоже было сделано не зря, для того, чтобы понимать какую-то информацию, для того, чтобы эволюционировать не только на планете, но и как отдельного индивидуума. Его сознание должно быть готово к этому. Для этого вот как раз в то время и была такая некая декодификация информации для того, чтобы с намерением это когда-то, да, прошло какую-то трансформацию, эволюцию и попало туда, куда оно должно, скажем так, попасть. Поэтому вы знаете, с чем поделиться? Поделиться вот как раз тем, что произошло у меня. Я же люблю вам примеры давать, люблю. Поэтому делюсь с вами картинками из одного события, которое, здесь в Италии его празднуют. Называется это такой праздник, как Феррагосто. У него есть своя предыстория. Я сейчас не хочу об этом говорить, терять времени, потому что, если вы хотите, вы можете почитать, что это за такой праздник. Но, по сути, 15 августа по всей Италии это день, когда ты отдыхаешь, когда ты, да, проводишь время, когда многие вообще не работают. Это, с одной стороны, закрывает цикл, скажем так, лета, с другой стороны, этот праздник обусловлен там всякими традициями, всякими, я не знаю, какими-то музыкальными сопровождениями, и, естественно, фейерверками. Увидела вот этот процесс, который начала снимать. И когда я начала останавливать потихонечку кадры, да, я обнаружила, что эти картинки, они очень напоминают определенную символику. Это вот этот момент, о котором я вам говорила, да, когда ты смотришь какие-то знаки, которые у тебя постоянно присутствуют, и ты понимаешь, что ты как-то соотносишь это с чем-то. И в этот момент как будто происходит распаковка, потому что ты действительно, в одной какой-то картине ты видишь вот эти маленькие пазлики, какие-то фидбэки, какой-то резонанс твой личный, может быть, вообще не связанный с процессом, который происходил там в тот момент, может быть, с людьми, которые, да, креативно делали, да, вот эту картину фейерверка. Но это было настолько, ребята, впечатляюще, потому что некоторые сигналы, некоторые картинки, они реально показывали, они напоминали глифы Древнего Египта. Где-то были другая символика, другая письменность, которая на самом деле, она тоже каким-то образом лично мне знакома. Это может относиться как к протоязыкам, это может относиться к разной форме, опять-таки, да, использование глифов в других культурах, но тем не менее. И летающие тарелки, и символика, которая означает определенные даже значения, например, русских рун. Я сейчас попробую поделиться немножечко этими картинками, но что вам хочу сказать. Неважно, что в этот момент вам хотели донести, когда вы считываете такие знаки. Важно, что в тот момент чувствуете вы, что ваша душа. Когда у вас происходят такие моменты, это говорит о том, что у вас идут какие-то настройки, сонастройки вашей души с той потоковой информацией, которая вам близка. Поэтому, знаете, как говорят, кто-то смотрит НЛО с детства в бинокль, да, и понимает и думает,
думают, что там мои люди, да, мои души. И это может быть на самом деле, ребят. Когда вы смотрите какую-то символику в небе, значит, у вас есть вот именно какой-то такой резонанс. У меня он в постоянной форме, это норма, я это продолжаю изучать, я делюсь и буду продолжать делиться с вами, потому что на самом деле я поняла, что таких, как я, очень огромное количество. Я поняла, что, конечно, мы все разные, у каждого есть какое-то свое видение, свой уровень, но многие ответы можно находить. И это всегда происходит именно по механизму, да, вот этих китайских шкатулочек. Когда ты начинаешь работать и развиваться, ты начинаешь все глубже и глубже копать и понимать, что вот почему у меня там резонанс, вот почему, как у меня я так карты считываю. Понимаешь эти все механизмы, для тебя они становятся фундаментальные, потому что это связано непосредственно с твоей душой. И когда ты чувствуешь свою душу, когда ты понимаешь, что у тебя есть в тебе вот эта информация, и я вам скажу одно, что она настолько отпечатана в нашем пространстве. И это не важно, что в Древнем Египте ходили в определенной одежде, сейчас у нас свои там какие-то бренды, своя мода, да, какая-то тематика. Не важно, что сейчас компьютеризированные технологии, поверьте, там они тоже были компьютеризированы, только там на уровне сознания это все было. У нас это компьютер, да, через который человек связывается, телефон. Раньше у них телефоны были совсем другого формата. Поэтому вот очень огромное количество информации, разносторонней, причем информации для каждого формата и уровня души и ее сознания. Вообще, скажем так, загробный мир, загробные, с которыми Египет был связан, он очень связан с такой системой, как эсхатология. Что такое эсхатология? Эсхатология – это система религиозных как раз знаний, взглядов и представлений о именно загробной жизни, о судьбе Вселенной, о ее переходе в какое-то, да, качественно новое сочетание. И эсхатология, эсхатологические, скажем так, представления свойственны на самом деле многим религиозным мифологическим системам в истории человечества. Мы знаем, да, такие системы и в таких религиях, как авраамические религии, как в буддизме, как в полиэтнических религиях, которые, естественно, соотносятся и в древнеегипетская, скажем так, эсхатология. Поэтому, как и сама Африка, которая является родоначальной колыбелью всех магических традиций, поэтому эти древние традиции распространяются. Что касается египетской традиции, то она одна, на самом деле, из самых таких вообще запутанных и противоречивых явлений в магической среде. Поэтому вот если сказать, да, рассказать о древнеегипетской эсхатологии, то вот, ребят, всегда она базировалась на загробной жизни, в той или иной доктрине. То есть для того, чтобы понять вообще Египет, египетскую историю, нужно в нее углубиться. И действительно, как я уже говорила, да, там в то времени могли быть вы жрецом, могли быть просто египтянином, да, того времени и жить, но иметь вот эти знания, потому что, понимая, как там жили, понимая, что там происходило, а там, поверьте, египтяне, они от маленького какого-то торговца до фараона не верили, что в дальнейшем, после смерти, жизнь только продолжается, то есть уже концепция и видение, да, жизни и смерти, она была фундаментальна. Это вообще, на самом деле, очень важный момент, так как это настолько было внедрено в быт, да, египтян, и настолько это все было важно для каждого из них, то есть, повторюсь, от простого человека и не только жреца, этим было пронизана вообще вся культура и жизнь древних египтян. И чтобы понять основную важность магического момента, он состоит в том, чтобы понять, что египтяне всю жизнь были увлечены таким вопросом, как сбор заклинаний, которые потом помогут ему в будущем, да, там, в загробной жизни хорошо и грамотно продлить свое существование. Многие заклинания были сохранены в тайне, как я говорила, и каждый имел, и не каждый, да, имел к ним доступ. Это жрецы,
как отдельная каста, всегда сохраняли и редактировали некие заклинания. У них вообще был глобальный такой доступ к инфополю, что простому смертному в то время дороги вообще не было. И до нас вот в наше время дошло мало чего вообще, что мы можем создать и воссоздать по археологическим, да, вот таким данным, текстам, которые остались. Но вообще одной из функций текстов, например, египетской традиции, а это всем известная египетская книга мертвых, где можно прочитать различные, да, ритуалы, как это проводилось. И заклинаниями в эсхатологии имеет огромное значение в Древнем Египте, потому что они все-таки придерживались четко одного мнения, и причем яро такого выраженного магического мнения. То, что не имеет имени, не существует. Поэтому каждая сущность, каждый бог имел имя, а то и несколько имен. И известно, что вот самые главные боги египетского пантеона имели до 20 имен. И у египтян, кстати, в частности, было принято иметь тоже несколько имен. Допустим, для социальной жизни одно магическое, да, для жреческого опыта это было другое имя. То есть имя было обязательным, что подходит к таким древним понятиям, как вот как раз колебания звука в пространстве, слогов. И это все имело значение и включалось в их имена. Отсюда, да, в наших магических традициях, когда ребята просыпаются, у них происходит распаковка, где-то в таких ведических более традициях, да, когда там ведьмочка на себе берет какое-то имя, когда ей передают через божество, в которое, скажем так, она не то что верит, которое имеет с ней связь, ей дается какое-то, да, имя. То есть, опять-таки, да, это все оттуда, просто это имеет разную форму, и души подключаются к своему развитию, может быть, да, или вспоминают свои какие-то наработки, может быть, с Древнего Египта, своих воплощений, через как бы другие инструменты, через других божеств, которые могут и быть, скажем так, активированы, иметь силу, ну, скажем так, в этом воплощении, да, вот здесь и сейчас. Ну, они такие некие божества трансформированные, да, в условиях нашей жизни. Они все равно, если мы пойдем искать историю, они каким-то образом все-таки отводят нас к каким-то греческим, точнее, египетским, да, божествам. И опять отсюда тоже 20 имен имели. Поэтому здесь тоже может быть определенная связь. И, кстати, многие идеи Каббала взяла как раз с древнеегипетских таких моментов, так как все эти ассоциации между буквами и божествами, они присутствовали, скажем так, естественно, ну, было все это, конечно, взято из Древнего Египта, поэтому и у многих может идти резонанс, например, с сефиратической традицией. Кто-то должен пройти, например, руническую систему, традицию для того, чтобы прийти в сефиратическую. Кто-то в нее приходит сразу, потому что это очень откликается с энергиями, с каналом подпитки, которое каждая имеет традиция. Это очень знакомо, и я вам честно скажу, что изучение сефиротики и вообще понятие этого всего, на самом деле, оно очень интересное, но иногда кому-то нужно пойти и получить одно что-то, да, для того, чтобы прийти к другому. Души все разные, и они будут, особенно сейчас, в наше время, в формировании тех событий, которые происходят, каждый вот будет находить своего человека, своего учителя, да, очень многие будут развиваться, очень многих будут тянуть, а кому-то и нужно развиваться, вкладывать в свое развитие, потому что это фундамент, это работа с сознанием, это структурирование сознания, это тот вид информации, который будет помогать определенной категории людей все-таки, да, выкарабкиваться из вот этих ситуаций, в которых мы живем, для того, чтобы формировать что-то новое, для того, чтобы, как говорят, знаете, системе нужны клетки важные. Чем клеточка важнее, чем человек важнее, чем больше он представляет силу, не силу физическую, а силу, да, то, как он может изменить этот мир через себя, через
свои программы. Тем, да, его, как говорят, больше оберегают, тем больше он становится важнее этой системе, которая должна развиваться. Поэтому вот и ответ, почему нужно развиваться. Развивать свою душу, и вместе с ней вы развиваете Землю. Поэтому часто такие слова, как древняя египетская магия, да, используют, что не говорите какие-то вещи сокрытые, которые при ритуальных действиях могут делаться, при, может быть, да, когда есть какие-то связи с вашими силами, с вашими проводниками, с вашими наставниками, с вашими учителями. Это очень важный такой момент, и должна быть сакральность этого момента. Но это немножко как на наши времена, да, есть дружба, вот, и качество этой дружбы зависит от сакральности, да, того, насколько сама связь сакральна. Ну и коль мы с вами все-таки говорим о Египте, эта тема, я уже сказала, я ее очень люблю и очень много лет изучаю и связываюсь с определенными информационными потоками, я не могу, да, и немножечко поделиться с вами, если говорить уже об эсхатологии, то вот не коснуться тему самых вот таких интереснейших моментов, как виды души. Вообще египтяне, они считали, что их несколько у человека, и, соответственно, они как бы понимали, что душа – это далеко не одинарная такая монада. Монада – это душа, так как она представляет, например, у христиан, да, представление христиан, что есть только одна душа. У египтян нет. Они знали, что есть несколько душ. Например, жреческие касты, они обладали вообще колоссальной мощностью, и не только это касалось какого-то социального плана, но и именно это были люди, в общем, которые, как говорится, у них была и сила, и знания. Они обладали действительно практически всеми секретами мировоздания. Даже вот можно и не упоминать то, что в Древнем Египте была, да, собственно, как я уже тоже вначале говорила, вот этой колыбелью астрономии, астрологии, медицины и во многих других науках. Тоже они были первоначальными такими родоначальниками. Поэтому вот жрецы, они составляли отдельную такую некую касту, и чтобы было очень полезно, значит, они именно старались не просвещенным никогда не давать информацию, которую нужно было скрыть. Отсюда то, что вот часто мы можем слышать, закодированная информация для того, чтобы не было прокрастинации. Как и говорят, да, что человека нужно обучать того, кто готов к этим знаниям. Не идти за кем-то, а всегда ученик найдет своего учителя. Поэтому концепция вот того, что вы можете очень часто слышать, она как раз вот объясняется как раз историей Древнего Египта. И на самом деле это очень, скажем так, авторитарное такое общество, да, если смотреть с точки зрения того времени именно жрецов. Это иерархическое общество, причем сложное и, безусловно, конечно, монархическое, что давало им такой огромный плюс, как жреческой касте того времени, так как жрецы, они все решали, по сути, в государстве. Это было, может быть, даже каким-то побочным эффектом, да, в Египте. То есть я не могу сказать, учитывая древние тексты, что жрецы особо не стремились к власти. Это вот как раз и был побочный эффект, который бывает у магов. В чем заключается вот основная сложность этого всего? Они, безусловно, заключаются в определенности своей принадлежности именно к этой традиции. Вот именно здесь и заключается та самая подковырка опасная. То есть человек, например, узнает о том, что есть такое направление древняя египетская магия, да, и в ходе того, что она всегда кажется загадочной, всегда тех, кто любит авантюры, может подумать и предположить, что он имеет отношение к данной традиции и просто поскольку очень этого желает, да, туда каким-то образом влезть. И тут, естественно, и происходит, я бы сказала, такой некий эффект плацебо, когда человек очень верит во что-то,
и как-то иногда начинает действовать, да, в отношении того, что он верит. И, соответственно, вот египетская традиция в данном контексте, она опасна, как некая, естественно, и другая традиция, и притянуть нежелательные эффекты весьма, ну, я бы сказала, вообще не очень хорошее, необычное проявление, именно в контексте негативной стороны опыта, потому как если ты не знаешь, с чем имеешь дело, то очень опасно, соответственно, иметь с этим дело. Если, да, то есть это то же самое, ты входишь в магию, и сразу идти на кладбище, не понимая базы и формируя там какую-то связь, да, ну, то есть вы же понимаете. Ну, разные это аспекты могут быть, но вот египетская магия одна очень серьезная, одна из серьезных направлений. Поэтому, если человек занимается египетской магией не по профилю и не в этой традиции, а по профилю это говорит, да, о том, что действительно у кого-то есть профиль какой-то наработанный, либо кому-то нужно наработать профиль. У кого он наработанный, он обычно передает. У кого он не наработанный, но нужно наработать, к нему приходит учитель, к нему приходит какая-то информация. И тут желательно не сразу бежать, да, что-то делать, конкретно взаимодействовать. Тут может идти передача через знание. То есть Египет, он завлекает действительно многих, я уже объяснила по какой причине, своей историей, своей колоссальной информацией, своей информацией на уровне цивилизаций. Там очень она, скажем так, прописана с точки зрения магичности, с точки зрения тех знаний, которыми владели атланты, точнее Атлантида, Лемурия и другие, скажем так, сословия нашей Земли, выходящие в совсем другие измерения. И вот как раз Египет, да, там Африка, потом Египет, он распространил огромное количество вот этих ячеек, вот этих баз по всей нашей планете, которые являются источниками продвижения, да, эволюции нашей планеты и цивилизаций, которые там были. Ребят, сегодня у нас вот такое получилось с вами видео. Честно скажу, что думала по-коротенькому, так по-быстренькому, но в принципе довольна, потому что рассказала вот то, что хотела рассказать, поделилась всем тем, чем, ну не то, что всем, что накоплено, но маленькой частью. Поэтому, ребят, если вам нравится там восточная музыка, если вы, не знаю, девчонки, у вас иногда есть желание и какой-то резонанс краситься в этом стиле, вы чувствуете душой, вы считываете какие-то знаки, ну, может быть, и в этом есть какая-то своя суть. И я бы вас попросила все-таки, да, напишите комменты, было вам интересно, полезно, чувствуете ли вы какой-то резонанс вообще с Древним Египтом, и, может быть, кто-то изучает, может быть, кто-то оттуда, может быть, кто-то даже туда хотел бы поехать, и эта информация тоже очень интересна, или, может быть, вы все-таки нашли какие-то ответы на вопросы, которые вы искали. В общем, дайте, пожалуйста, знать своим комментом, лайком, подпиской. А я на сегодня буду закрывать, и на следующий раз что-нибудь еще новенькое, интересное вам приготовлю. Я вас всех благодарю за внимание, и ну что, до следующего видео. Пока-пока, ребят!